Однажды он нашел странную книгу, оставленную бабушкой, и откуда ни возьмись появился бог. Он и не подозревал, что будет призывать новых богов каждый день, сам став богом призыва. Нанджу – это тот самый ребенок, от которого родители отказались с самого рождения. Его воспитывала бабушка. Она была мастером фэн-шуй. Она всегда говорила, что это похоже на гадание на кофейной гуще, когда читаешь судьбу людей. Но давайте будем честными, это просто какая-то ерунда. Он относится к этому как к выдумке сумасшедшей старушки. Но в конце концов кто-то должен продолжить это дело, верно? И угадайте, кто это? Да, Нанджу. Единственный безработный неудачник в семье, который вынужден идти по стопам бабушки. Когда он состарится и начнет вязать крючком, он поймет, каково это быть дряхлым стариком. Итак, вернувшись домой, Нанджу берет книги по фэн-шуй у Сиу Джена, который пытается помочь ему понять наследие бабушки и оплачивать счета. Он начинает копаться в бабушкиных вещах и находит дневник. Может быть, там он найдет и уроки вязания крючком. Он начинает листать дневник, но там все написано на китайском. Он ничего не понимает, поэтому он шутит, притворяясь, что он мастер древней магии. Он взмахивает руками и говорит «джекпот прямо сейчас». Внезапно появляется яркий свет. Календарь на стене начинает крутиться, как будто попал в торнадо, и останавливается на 2019 году. Из света появляется младенец. Он представляется как Зениан, один из богов календаря. Этот крошечный бог, который сейчас перед ним, объясняет, что Нанджу, как и его бабушка, теперь стал выдумкой, которую выбрал странный календарь с ковидом-19. Что, черт возьми, происходит? И какое отношение к этому имеет его бабушка? Может быть, это просто дурацкий сон, и у его бабушки старческое слабоумие. Но трудно отрицать, что когда он просыпается утром, этот странный малыш-бог все еще сидит у него дома. Так что же это за выдумка? И как какой-то бесталанный парень, который ни во что не верит, может что-то изменить? Безработица – отстой, чувак. Маленький бог объясняет, что он здесь, чтобы помочь, когда Нанджу понадобится. И что он не просто приносит удачу или неудачу, он еще и изгоняет злых духов. Злых духов? И как можно прогнать ребенка из собственного дома? Зианан говорит, что эти духи появляются из человеческих эмоций и притягиваются к ним. Они повсюду, но только Нанджу может их видеть. Нанджу отправляется на встречу с Сиу Джан и проверяет клиента, но замечает что-то странное. Клиента окружают злые духи. Он начинает понимать, что малыш не врал, и предупреждает клиента быть осторожным вечером. Нанджу приходит на стройку, чтобы помочь, и внезапно его окружают множество духов. Он зовет Зианана, и бог использует силу рек и морей, чтобы прогнать этих духов. Нанджу видит, как бог делает свое дело, и думает, ладно, это было быстро. Откуда ни возьмись, на него нападают духи. Он каким-то образом создает щит, сам не понимая, как это получилось, и тот его защищает. Проблема в том, что щит недостаточно силен, чтобы противостоять такому количеству злых духов. Ситуация ухудшается, когда Сяонян замечает, что у него заканчивается энергия. Сначала он ничего не понимает, но потом до него доходит. Тем временем Нанджу понятия не имеет, что происходит. Почему Сяоян теряет силы? И почему он светится так, будто вот-вот исчезнет? Сяоян объясняет, что сейчас 11 вечера. Его смена закончилась, и он не работает сверхурочно. Он говорит Нанджу бежать, а потом исчезает. Духи видят, что у них появился шанс. Миллионы против одного безработного парня. Вот тебе и справедливое трудовое законодательство. Духи снова нападают, но из ниоткуда появляется магический круг и преграждает им путь огнем. Нанджу в полном замешательстве, но замечает, что на смену пришел новый бог. Он узнает в новом боге Чаки и снова чувствует надежду. Но как только он расслабляется, что-то хватает его за ногу. Должно быть, это тот самый бугимен, о котором его предупреждала бабушка. Он пытается отбиться, но безуспешно, пока не появляется собака и не защищает его. Новый бог, лидер какого-то космического собачьего патруля. Существо снова нападает, и бог двигается с невероятной скоростью, точно поражая демонов. Бог подходит к нему, и Нанджу вдруг становится не по себе. Он замечает странную красную энергию, но игнорирует ее, потому что Чаки говорит ему убираться. Не нужно повторять дважды. Нанджу идет домой, думая, что все закончилось хорошо. Проблема в том, что Чаки снова нападает. У Нанджу нет сил защищаться, и Бог оставляет его, будто он пустое место. Черт, к этому дневнику должен был прилагаться справочник, как защититься от непредсказуемого бога. Она не понимает, что происходит, и зовет Зиона няня. Маленький бог пытается уклониться от вопросов, но Нанджу хочет знать, почему в его доме появился бог, который не может себя контролировать и напал на него. Зион-нянь объясняет, что лорд Чукси изначально был очень милым и добродушным, но со временем он стал одержим злой энергией. Чем больше он убивает, тем нестабильнее его эмоции. Он опасен и непредсказуем, как человек, у которого случился нервный срыв. Но что может сделать Нанджу? Маленький бог отказывается отвечать и исчезает. Нанджу тоже хочет исчезнуть.
Никто не отвечает на его вопросы, и он решает сам пойти к Богу. Он хватает нож и направляется в дом Бога. Если Бог снова нападет, на этот раз он будет готов. Но он находит только разбитое окно. На следующий день Нанджу просыпается, но Чаки нигде нет. Он слышит, как кто-то стучит в дверь и хватает нож, чтобы защититься. Может быть, это Чаки. Но если Бог не потрудился открыть дверь, когда уходил, и просто разбил окно, зачем он теперь вежливо стучит? Вместо этого он видит двух соседских детей и тетю Ван, которые пришли на новогодний ужин. Нанджу понимает, что забыл об этом, и решает не убивать их. Он слишком беспокоится о том, что гормонально нестабильный Бог не превратит его в фарш. Он пытается развеселить детей и прощается с ними. Закрыв дверь, он оборачивается и видит, что Бог смотрит на него. Нанджу пытается убежать и говорит Богу, чтобы тот подождал его дома, пока он сходит в магазин. Конечно, Бог не слушает. Он же Бог. Нанджу не может от него сбежать даже в супермаркете. Чаки выходит из магазина и чувствует, что откуда-то исходит злая энергия, затем сворачивает в переулок. Нанджу идет за ним и видит, что на земле плачет Чжэ-хун. Он пытается успокоить его и приглашает на ужин. Даже будучи безработным, он никогда не берет выходной. Нанджу пытается сосредоточиться на ужине и окружающих его людях. Сиу Чжан пользуется моментом, чтобы отвести Нанджу на террасу, поговорить и дать ему немного денег за помощь тому мужчине прошлой ночью. Нанджу отвлекается, когда слышит шум в доме. Он заглядывает и видит, что дети окружены злыми духами. Дети говорят о его родителях, чувствуют себя брошенными, и Нанджу вспоминает свое детство. Он зовет Чжэ-хуна, но на него нападают вихри энергии. Бог появляется рядом с ним и уничтожает их. Ребенок теряет сознание и погружается в глубокий сон. В детстве Нанджу тоже был брошен и не умер. Шакси говорит, что с ребенком все будет в порядке, но советует Нанджу стереть всем воспоминания, чтобы они не помнили духов. Она бы предпочла стереть его собственные воспоминания, чтобы он снова стал обычным безработным парнем. Нанджу не знает, как это сделать, но Чаки его учит. Нанджу тронут и звонит домой Чжэ-хуну. Он притворяется другом родителей и обещает, что они скоро вернутся. Нанджу просыпается от взрыва и выбегает из дома. Что, черт возьми, произошло? Он оглядывается и видит, что какой-то ребенок стреляет в него фейерверками. Этот парень уже не может нормально спать, потому что к нему постоянно приходит Бог и вытаскивает его из постели. Как он может защищать мир, если не может нормально выспаться? Маленький Бог представляется как Данан. Он объясняет, что фейерверки могут только ранить и уничтожать злых духов. Ли обедает со своей семьей, а потом Си Тучжэн приходит, чтобы отвезти ее к новому клиенту. На этот раз клиент – владелец музея Рувей. Дан Наян объясняет, что там хранятся древние и очень ценные артефакты. Су Занг знакомит Нанью с директором музея. Но вдруг свет гаснет, и земля начинает трястись. Дан Наян понимает, что это необычное землетрясение, и запускает фейерверки. Директор кричит на него за то, что он чуть не разбил артефакты. Почему? Она объясняет, что фейерверки не повреждают предметы. Мужчина говорит, что уже около недели экспонаты в музее ломаются, и никто не может понять, как это происходит. Дан Наян смотрит на один из фрагментов и чувствует присутствие злых сил. Он рассказывает Нанью о подозрительном совпадении этих происшествий и о том, что сам музей образует четырехстороннюю матрицу. Ли ночью дежурит вместе с Дананом. Маленький Бог накладывает на артефакты заклинания, чтобы защитить их от злой энергии. Нанью находит кота, который превращается в большого пухлого парня по имени Суй Суйпин и в злого духа. Что же это объясняет, почему в музее трясется пол? Он достаточно большой, чтобы вызывать это. Данан атакует его фейерверками, но пухлый парень не сдается и пытается поразить Нанью своей силой. Она защищается, создавая защитные барьеры, и угрожает разрушить их, что было бы несложно, учитывая, какой он сильный. Данан наносит ответный удар, но его сбивают с ног. Злой дух хвастается, что матрица почти завершена, и насмехается над маленьким богом. Данан запускает фейерверки во все стороны, разрушая защитные заклинания на артефактах. Он разбивает последний заколдованный предмет и взлетает в небо. Матрица наконец активируется. Теперь он может забрать легендарное сокровище. Черный дракон нападает на духа. Она призывает дневник-календарь, запирая дракона в книге. Толстый дух терпит поражение. Когда матрица активируется, сокровища появляются и падают с неба. Тетрадь императора Альманара, свиток, который, как она понимает, принадлежит Чаки, и, наконец, рог черного дракона. Нанджу хватает рог, и тот начинает светиться. Чаки объясняет, что в руках у Нанджу меч черного дракона. Это не просто старый меч, это реликвия Желтого Императора. Этот парень был настоящим супергероем, ездил на черном драконе и побеждал злых духов во всех 4 уголках матрицы. Но Нанджу уже не слушает. Для него это все звучит слишком фантастично. Император? Дракон? Злой дух?
Это все из книжек, а не из реальной жизни. Нанджу спрашивает об императорском календаре. Тогда он узнает, что даже Чаки, который ведет себя так мудро и по-божески, не может перевести странные символы в календаре. На секунду Нанджу чувствует себя умным. В конце концов, он может разобрать несколько слов. Это как будто он прочитал Википедию раньше всех. Бог говорит, что эти символы похожи на какое-то давно забытое заклинание. Давно забытое заклинание. Здесь только Наньцзю потерялся, а не заклинание. Наньцзю показывает Богу свиток с его изображением. Значит, этот Бог когда-то был героем, а теперь он не в себе и неграмотный. Чуси ничего не помнит. Наньцзю уходит с Богом на фестиваль фонарей и отправляется на поиски Сюань Сяо, богини этого фестиваля. Она появляется позади них, привлекая внимание Чуси. Еще один ребенок пропал. Наньцзю наблюдает, готовый ко всему. Если бы сейчас появился бог-клоун с кучей воздушных шаров, он бы просто пожал плечами и спросил, кто следующий. Внезапно Чуси снова заражается этой злой энергией и становится одержим духом ребенка. Наньцзю волнуется, что он одержим, но Сюань Сяо объясняет, что маленький злой дух скоро очистится. Чтобы отвлечь ребенка, они пишут желание на фонарике и отпускают его в небо. Желание Наньцзю уже почти сбылось. Он слышит, как большой сильный бог бормочет «гэу-гэу-да-да». Но Наньцзю вспоминает свою бабушку и то старое желание, которое он загадал, надеясь, что она будет рядом всегда. Чуси вздрагивает рядом с ним и приходит в себя. Пока они гуляют по фестивалю, Наньцзю встречает пожилую женщину, которая просит о помощи. Он помогает детям, теперь помогает старикам. Он готов присоединиться к какому-нибудь клубу трех мушкетеров. Она ведет его в дом, где живет ее внук. Войдя внутрь, Наньцзю замечает пыль на мебели и все вещи, которые упакованы, как будто здесь никто не живет. Его дом в еще худшем состоянии, но он хотя бы живет в нем. Пожилая женщина дает ему коробку и просит отнести ее сыну. Отлично. Открылась новая роль. Она играет почтальона. Он застигнут врасплох, когда врывается пара и начинает кричать во все горло. Они представляются родителями ребенка. Отец ребенка думает, что Нанджу и боги похитили его сына и бросается на Личи, но Чаки его останавливает. Просто фантастика. Теперь его обвиняют в похищении. Нанджу понимает, что отец не видит старушку, стоящую рядом с ним, и быстро отдает коробку, которую ему велела доставить бабушка. Отец бросает коробку на пол. Мало того, что этот парень одержим духом капризного ребенка. Когда он видит, что в коробке, он поднимает ее и внимательно читает. Нанджу видит, как дух старушки гладит сына по волосам. Родители начинают плакать, вспоминая все, что они не сделали, пока мать была жива. Отец никогда не уделял ей время, когда она была жива, всегда отталкивал ее. Нанджу понимает, что он точно заслуживает быть безработным, потому что он сам так поступал в своей жизни. В конце концов, желание старушки было простым – собрать семью вместе на ужин. Никакой мести, никаких привидений, просто любовь и поддержка друг друга. Нанджу, как всегда, делает свое дело, но уже думает, что заслуживает хотя бы благодарности за игру в ленточку. Он возвращается домой, а на следующий день встречает другого бога. Хуа Чжао явно не в форме. Конечно, он бог, но больше похож на какого-то дядюшку, который только что вернулся с барбекю на заднем дворе и пытается объяснить, как устроен мир. Нанджу смотрит на него и думает, можно ли вообще на этого бога хоть в чем-то положиться. Может, фестиваль цветов и звучит красиво, но никто о нем не помнит. Нанджу даже не знал, что он вообще был. Хуа Чжао объясняет, что без веры людей он просто забытое воспоминание. Это грустно. Но и забавно, что бог затерялся во времени. Это очень похоже на жизнь Нанджу. Ни цели, ни направления. Неудивительно, что Хуа Чжао слаб. Кому нужен фестиваль цветов, когда всех больше волнует быстрый Wi-Fi и доставка за 10 минут? Нанджу едва помнит, что ел сегодня утром, не говоря уже о каком-то старом фестивале. Хуа Чжао замечает слепую женщину, которая обнимает белый куст и срывает с него листок. Нанджу думает, что она заблудилась, но тут слышит, как Сюй Чжэн зовет ее. Ань, это невероятно. Она слепая, но ходит так, будто точно знает, куда идет. Хуа Чжао замечает злых духов вокруг Сюйчжена и произносит заклинание, чтобы прогнать их. Они повсюду следуют за парнем, но не видят никаких признаков того, что его преследуют духи. Нанджу думает, что дух пришел откуда-то еще, и говорит богу следить за Ань. Он стоит на улице и смотрит на женщину, но она слепая и даже не замечает его. Это заставляет Нанджу задуматься. Может быть слепым не так уж и плохо. По крайней мере, тебе не придется терпеть, когда бог пялится на тебя как персонаж в глючной видеоигре. Хуа Чжао находит женщину на улице, на которую напали злые духи, и защищает ее защитным щитом. Он дает ей волшебный
свадебный букет и прощается. Бог идет искать Нанджу, который сидит у Сюджана, и они вместе отправляются на поиски Ань. Нанджу видит вспышку энергии в доме женщины и находит ее без сознания. Собака, одержимая злыми духами, это нечто. Местные службы по контролю за животными сошли бы с ума от такого. Казо пытается защитить Нин с помощью магического щита, который с таким же успехом мог бы быть сделан из дешевого картона. Эффективно ли это? Ну, вроде того. По крайней мере, он делает свою работу и не дает всем умереть прямо сейчас. Но ему нужно больше силы, например, ЭКП. Она призывает свои щиты, но они бесполезны. Он решает призвать меч из кости черного дракона. Нанджу повторяет слова из дневника какого-то китайского придурка и поражает духа заклинанием. Хуа Чжао объясняет, что собака больна, и духи питаются ее желанием защитить Нин. Бог из сострадания накладывает на Нин заклинание, пока она спит, чтобы она могла увидеть свою собаку в последний раз и попрощаться с ней. И это доброе дело Хуасао на сегодня, а Нанджу все тот же Нанджу. Ни девушки, ни работы, все та же старая история. Нанджу уже начинает привыкать к этим постоянным божественным вторжениям. Но серьезно, как так получается, что каждый божий день к нему в дверь стучится новый бог? Он уже подумывает о составлении списка ожидания. О, ты бог фестивалей помидоров. Круто, напиши мне, я дам тебе знать, когда освободится место. И, конечно, никто из них не платит за проживание, что просто грабеж. Представьте, если бы он брал с них деньги. Маленький отель Нанджу с кофе и печеньем. Вот это было бы выгодно. Но похоже, что гостеприимство не их сильная сторона. Каждый из них приходит с каким-нибудь нелепым предлогом. «Ой, я просто зашел выпить кофе». Вот только этот перерыв на кофе никогда не заканчивается, а в его доме становится все теснее. Новый бог представляется как Ханши, божество праздника Ханши. Он из тех богов, которые любят длинные скучные объяснения. Когда он говорит, что он божество праздника Ханши, Нанджу хочется спросить, не он ли придумал это название. В этом нет никакого смысла. Если уж ты придумываешь название для праздника, то хотя бы вложи в него немного усилий. Праздник Нанджу был бы крутым, правда? Или просто не спи и зарабатывай очки благодарности. Серьезно, фестиваль, на котором никому ничего не нужно делать, просто отдыхай и набирай очки благодарности, это было бы круто. Ханши начинает рассказывать историю своего праздника, но это долгая и скучная история. Праздник Ханши посвящен благодарности, но герцог был так благодарен, что в итоге сжег своего помощника заживо. Если кратко, то герцог не просто благодарил парня, он как бы говорил: «Спасибо тебе огромное, а теперь давай я тебя поджарю». Отличный способ выразить благодарность. Можно попробовать это сделать в следующий раз, когда Ситу Джен попытается меня убить, помогая клиенту. Внезапно все боги выскакивают из календаря, чтобы отпраздновать праздник Ханши вместе с Ханши, даже Чаки. Но Ханши упоминает, что Кнама нет. Лиши замечает, что он слаб. Оказывается, что все забыли о нем, потому что он старый. Нанджу получает паническое сообщение, что нужно вернуться на стройку, где на него напали, и Ханши настаивает на том, чтобы пойти с ним. Лиши чувствует негативную энергию, исходящую из дыры, и начинает копать. Внезапно на них нападают злые духи, которые вылезают из этой дыры. Было бы гораздо смешнее, если бы они вылезли из шкафа. Лиши призывает меч из кости черного дракона и сражается с духами. Ханши пытается помочь, но он слишком слаб. Серьезно, кто пригласил этого бога из учебника? Внезапно духи отступают и пропускают гигантскую змею. Злые духи, а теперь еще и демоническая змея. Это похоже на встречу злодеев из списка Ди. Меч Нанджу действует сам по себе и атакует змею. Змея, отвлеченная мечом, не замечает, как Нанджу накладывает на нее заклинание. Когда змея умирает, Нанджу чувствует облегчение. Но это длится всего секунду. Змея оживает, и Нанджу уже думает, что пора звонить в 911. Или, может быть, вызвать экзорциста. Но прежде чем ситуация становится еще хуже, появляется Чаки. Он одним ударом убивает змею и отрубает ей голову. Папа вернулся. Ханши падает рядом с ним, и Нанджу бросается ему на помощь. Чаки объясняет, что его призвала ложь, которой Нанджу боится, и что Ханши слишком слаб, чтобы сражаться на его стороне. Нанджу застигнут врасплох, когда Чаки нападает, и Ханши защищает его заклинанием. Слишком слабый, Танджи падает и хочет попросить о последнем одолжении. Ему не хватает только того, чтобы трижды погладить Нанджу по лбу, как в волшебной лампе, потому что, видимо, Нанджу превратился в джинна, исполняющего желания. Нанджу просыпается в замешательстве. Сон о Чукси не имеет смысла. Это какой-то знак, или его мозг просто скучает и издевается над ним. Он задается вопросом, не думает ли даже его собственный разум, что его жизнь скучна. Он пытается не обращать на это внимания, но что-то не так с самого начала. День уже кажется странным. Ханши благодарит его за то, что он выполнил его просьбу остаться на земле еще на один день,
хотя это уже не его праздник, а фестиваль короля Минга. Он просто хочет увидеть бога, которого создал и защищал в последний раз. Нанджу ведет бога на фестиваль, и там появляется этот новый бог. Он представляется как Кингаминг. Какой-то ребенок кричит, спрашивая, не кинозвезда ли этот бог. Да, это был блокбастер, который вышел 1000 лет назад, и с тех пор он не менял свой образ. У этого парня очень самодовольный и высокомерный вид. Цинмин набрасывается на другого бога за то, что тот пришел, а Ли пытается защитить Ханши, который просто хочет увидеть бога, которого вырастил в последний раз. Неужели никто не учил этих богов, что нужно отпускать детей во взрослую жизнь, а не держать их вечно рядом с собой? Нанджу ругает Кингаминга за неуважение к богу, который менял ему подгузники. В этом и заключается суть фестиваля Каминг, верно? Зажечь свечи и оставить цветы для умерших. Ли надоело это все. Он направляется прямо на кладбище, потому что там хотя бы уважают мертвых, как в ритуалах вуду, наверное. Кингаминг начинает спорить с Ханши, говоря, что ему больше не нужно, чтобы его защищали как ребенка. Теперь он сильный и не нуждается в нем. Внезапно вспыхивает огонь, вызванный злыми силами, и Ли пытается произнести очищающее заклинание, но огня слишком много. Ли вся в поту, но не сдается. Он пробует еще одно заклинание, но это все равно, что лить воду на горящий бензин. Пламя только сильнее разгорается. Он ругается себе под нос и пробует в 3-й раз. Может, в 3-й раз получится. Ли снова произносит заклинание, но оно снова не действует. Кингаминг вмешивается, бросая заклинание, чтобы помочь. Ханши тоже пытается помочь, хотя он очень слаб. Это чувство слабости, когда ты всегда зависишь от защиты Ханши, разрывает Кингаминга изнутри. Наньцзи падает на землю без сил и понимает, что на самом деле спас всех от пожара. Но Ханши замечает, что не все выбрались. Огонь бушует. Ханши видит, как пламя поднимается и распространяется. Он больше не может это игнорировать. Он смотрит на Лиши. Заклинание снова не сработало. Ханши решает попробовать что-то другое. Например, убежать. Но Ханши стоит на передовой. Он пытается остановить огонь, но пламя слишком сильное. Он чувствует, как жар обжигает его кожу. Его тело почти сдалось, но взгляд остается твердым. Он смотрит на Кингаминга, который стоит в стороне, будто не здесь. Ханши знает, что ему нужно сделать. Он сделал все, что мог. Ханши смотрит на Кингаминга в последний раз, прежде чем взорваться божественным светом. Божественное сияние Ханши ослепляет, стирая все вокруг. Он вспыхивает чистой энергией, лучом света, который гасит пламя вокруг него. Земля дрожит, взрывы грохочут, как гром. Наньцзи падает на землю, чувствуя ударную волну. Кингаминг смотрит на него, и впервые что-то в его сердце ломается. Он чувствует боль, о существовании которой даже не подозревал. Теперь он чувствует себя слабым и бесполезным. Ему больше нечего делать. Ханши исчезает в взрыве, уничтожая огонь. Чувство беспомощности разъедает Кингаминга. Он понимает, что, несмотря на всю свою силу, не смог защитить того бога, который всегда его защищал. Кингаминг чувствует огромную пустоту и не может избавиться от ощущения, что он потерпел неудачу. Потеря Ханши причиняет ему такую боль, что он чувствует себя бесполезным, будто провалил свою миссию. Кингам чувствует боль и гнев, которые смешались в нем, превратившись в эмоциональную бурю, которую он не может контролировать. Нанджу устал от этого хаоса, от битв богов, от нападений духов. Но что еще хуже, это кажется всем нормальным. Никто не задумывается о том, что происходит на самом деле. Все просто реагируют. Нанджу хочет мира, но в глубине души понимает, что его не будет. Ему придется разбираться с беспорядками, криками, гневом. Еще один день хаоса. Он хотел бы оказаться где угодно, но не здесь. Нанджу видит злых духов вокруг бога, и на него нападает Кингам. Появляется Чаки и не дает богу навредить Лизи. Кингам избавляется от духов, но злится еще больше. Он вызывает дождь своей яростью, как будто погода – это часть его потери. Кам Минг пытается дышать, но гнев все еще переполняет его. Боль от потери Ханси слишком сильна. Он смотрит на небо и чувствует, что буря отражает его гнев. То, что он чувствует, сильнее всего вокруг него. Ему кажется, что единственное, что он может сейчас сделать, это контролировать бурю, но даже это ускользает от него. Он потерян и не знает, куда идти. Эти боги календаря всегда готовы сражаться, но никогда не учатся справляться со своими чувствами. Кажется, у них никогда нет времени остановиться и подумать. Им нужна помощь, иначе они просто разрушатся изнутри. Гнев Кингама не утихает. Каждая капля дождя – это как удар в воздух. Он уже не просто расстроен, он в ярости. В ярости из-за смерти Ханши. В ярости из-за нападающих духов. В ярости из-за того, что ничего не может сделать. Дождь не прекращается. Небо продолжает плакать.
Никто не понимает. Никто не знает, что он чувствует. Наньцзю предупреждает Кингаминга, что ему нужно быть осторожным, ведь после смерти Ханши он стал нестабилен. Она выходит из зоны комфорта, чтобы заботиться о других, но он никогда не просил об этом. И вот он здесь играет роль опекуна. Разве не они должны заботиться о нем, а не наоборот? Он никогда не думал, что все так обернется. Но вот он здесь. Наньцзю пытается держать все под контролем, но давайте будем честны, у него нет никакого контроля. Это как карма. Из безработного он превратился в няньку для богов. Наньцзю просыпается от очередного взрыва. Он вскакивает с кровати напуганный. Но никто не спрашивает, все ли с ним в порядке. Он просто хочет знать, почему это происходит с ним. Разве нельзя сказать «доброе утро»? Он просто хотел провести обычный день. Но с богами и духами ничего обычного не бывает. Кингаминг объясняет, что злые духи пытаются заставить его напасть на Бэйши. Скоро они попытаются сделать что-то еще более масштабное. Наньцзю думает, что ему не стоило связываться с этими богами. Каждый день это новая драма. Утром появляется еще один бог календаря – Дуинву. Блондинка в понедельник, брюнетка во вторник, рыжая в среду, а в четверг японская девушка. Каждый день новый бог, и кажется, никто не отдыхает. Это всегда какая-то неразбериха. Наньцзю замечает, что дождь усиливается. Ему кажется, что он все глубже погружается в хаос. Он смотрит на небо и думает, как долго это будет продолжаться. Он просто хотел провести обычный день, но застрял в этом бесконечном мире. Каждый день становится все сложнее. Проклятый Кингаминг и этот фестиваль лодок драконов. Если так будет продолжаться, Наньцзю понадобится Ноев ковчег, если дождь не прекратится. Они идут на фестиваль, и бог прощается с Нанджу, чтобы найти что-нибудь выпить на фестивале. Дуаньву бежит к фестивалю, стараясь не промокнуть под непрекращающимся дождем. Серьезно? Фестиваль лодок драконов или сезон муссонов? Когда Дуаньву видит, как злые духи нападают на женщину, он быстро действует. Он произносит заклинания, но не может полностью прогнать их. Женщина подходит ближе. Он чувствует искушение. Он знает, что не должен этого делать, но не может устоять. Внутренняя борьба очень сильна. Он пытается сопротивляться, но она не отпускает его. Дуаньву чувствует, что напряжение растет. Он пытается устоять, но хаос только усиливается. Он не знает, что делать. Нет ничего хуже, чем быть соблазненным злым духом, и это не рождественский дух. Си Тудзян рассказывает Нанджу о смертях от укусов змей, которые произошли в мотелях в этом месяце. В наши дни соблазнить девушку – это обычное дело, это как укусить змею. Дуаньву приходит домой и ведет себя странно, но в этом нет ничего нового. Если бог когда-нибудь будет вести себя нормально, Нанджу найдет себе девушку. На следующий день Нанджу и Дуаньву проверяют мотель, где произошли эти несчастные случаи. В этом месте нет никаких признаков присутствия злого духа. Странно. Нанджу смотрит на шею Дуаньву и видит след от укуса. Дуаньву объясняет, что это от укуса женщины, которую он спас прошлой ночью. О, конечно, кто еще спасает женщину, чтобы получить бесплатный укус? Никто никогда не вызывал Нанджу на такие подвиги. Даже после поисков никаких зацепок не появляется. В этих смертях чувствуется дух обиженного серийного убийцы. Похоже, что этот парень хочет отомстить, но с изюминкой, как будто он использует яд змеи, чтобы сделать свое убийство особенным. Что-то вроде особого блюда шеф-повара с добавлением яда. По мере того, как он проводит расследование, Нанджу все больше расстраивается из-за каждого тупика. Он знает, что здесь замешано нечто большее, но все это ускользает у него из рук. Его чувство справедливости толкает его вперед, но в то же время в него начинает закрадываться чувство беспомощности. Даже если у него нет ответов, он полон решимости разобраться с этим. Он знает, что ключ находится прямо перед ним, ему просто нужно быть более внимательным. Возвращаться домой после долгого рабочего дня не так приятно, как одерживать победу даже со сломанной рукой, но все становится только хуже, когда появляется Шу Чжан и нападает на Наму. Ложь в том, что она видит у него на шее ту же метку, которую он видел у богов. Ни за что. У них одна и та же девушка. Все рушится. И тот, кто контролирует Сяо Чжена, посылает сообщение через него. Найди их в том же здании, где все началось. Дуаньву говорит, что за всем этим стоит женщина, которую он спас. Да, в этом есть что-то странное, как будто священник только что спас Гитлера. Си Тудзян без сознания, и Дуаньву произносит заклинание, чтобы удалить яд. Нанджу собирается уничтожить эту ведьму. Если она хочет быть на вершине пищевой цепочки, ей следует знать, что змеи могут подавиться собственным ядом. У каждого ее движения есть цель, у каждого слова и намерения. Чего она хочет от Нанджу? Ложь, с которой она сталкивается, когда говорит, что не имеет права убивать людей только для того, чтобы кормить своих змей. Ведьма нападает на него за то, что он намекает, что жизни ее выводка значит меньше, чем жизни некоторых обманутых мужчин. Правило номер 1: у любовницы нет дома, и она наносит удар. Нанджу пытается нанести чистый удар, но его меч просто рассекает воздух. Сегодня его противники играют в прятки, но женщина слишком сильна и накладывает на Нанджу заклинание, которое не дает ему сопротивляться. Магия женщины-змеи окутывает его, и он сохраняет спокойствие. Каждое слово, каждое движение дается ему с трудом. Что это? Магия для начинающих.
Похоже, мне придется пополнить запасы твоих зелий для лечения. Нанджу теряет сознание, но успевает увидеть Суй Суипин, женщину и какого-то парня, спрятавшегося под плащом. Что они с ним сделали? Дуаньву пытается помешать женщине причинить Нанджу еще больше вреда, но она не поддается. Если хорошая женщина может быть жестокой, то это объясняет, почему она убила всех тех мужчин, которые ей изменяли. Появляется Чуси и нападает на женщину-змею. Дуаньву и Ву предупреждают, что у них плохое предчувствие по поводу этого боя, но никто их не слушает. Чак видит, как вокруг Алиши появляется что-то вроде энергетической клетки. Он отталкивает его в сторону и сам оказывается в ловушке. На Бога нападают злые духи, как будто он попал на какой-то трехмерный фильм ужасов. Каждый раз, когда он наносит удар, его божественная энергия ослабевает. Чем больше духов он отправляет обратно в потусторонний мир, тем слабее он становится. Это похоже на бесконечный долг. Дуаньву и Ву говорят Нанджу, что они ничего не могут сделать. Это клетка-матрица, расширяющаяся ловушка, которая продолжает притягивать все больше злых духов. У них должна быть цель, причина для нападения. Но какая? Нанджу не сдается. Она призывает черного дракона, чтобы тот разобрался с проблемой, и вот он появляется. Врывается, как в голливудском блокбастере. Оглушительный регистровая. Повсюду разрушительная энергия. Он уничтожает матрицу. Духи исчезают, и Нанджу оглядывается. Замечательно, но кто будет убирать весь этот беспорядок? Это фестиваль Кикси. Это значит, что к нему в гости снова заявился какой-то бог. На этот раз это богиня, которая ненавидит романтику и может разорвать отношения, как будто перерезает старые нитки. С Кикси лучше не шутить. Она может просто оборвать любую связь, даже самую глубокую, и превратить чью-то жизнь в игру во что если бы. Эй, сколько она берет за то, чтобы разорвать связь Нанджу с бедностью? Садхуджан не может прожить и дня, чтобы не заявиться к тебе и не притащить какую-нибудь проблему или нового клиента. На этот раз это женщина, которая 40 лет ждет своего мужа. У нее кризис среднего возраста, смешанный с остатками романтики в голове. Нанджу в своем репертуаре, у меня нет на это терпения, но старается быть вежливым. Эти истории всегда заканчиваются тем, что кто-то уходит с пустыми руками, и, как обычно, он становится местным психотерапевтом. Даже если Нанджу не хочет быть чьим-то советчиком, он вынужден участвовать в этих мыльных операх. Как бы он ни хотел, чтобы в его жизни было хоть немного покоя, ему приходится слушать, разбираться и давать советы, которым все равно никто не будет следовать. Нанджу думает, как было бы проще просто исчезнуть с этой встречи. Кикси наблюдает за всем этим с некоторым безразличием. Она обрывает нити судьбы так же легко, как люди выбрасывают старые кабели. Тем не менее, она обещает помочь старушке, а взамен просит у нее вещь, принадлежащую мужчине, чтобы найти красную нить, связывающую их. Кикси ведет женщину в сад. Пожилая женщина находит мужчину, который сидит под деревом, но он не узнает ее и собирается уйти с другой женщиной. Он называет ту женщину своей женой. Это просто эпично. Она ждала его 40 лет, а он даже не может поднять голову и посмотреть на нее. Да, жизнь продолжается, что тут поделаешь? Богиня говорит Нанджу, мужчины есть мужчины, поэтому я ненавижу романтику. Парень облажался. Он был придурком, который в 2019 году не исправился. Нанджу наблюдает за ними, не зная, что делать. Он всегда старается помочь, но сейчас у него нет идей. Он знает, что любовные истории не всегда заканчиваются так, как люди ожидают. Он видит, что женщина не сдается и снова пытается заставить мужчину вспомнить о любви, которую она все еще чувствует. Нанджу провожает ее домой. Он не может оставить пожилую женщину одну, но уже сомневается, что кто-то может изменить чью-то судьбу. Пожилая женщина настаивает на том, чтобы в последний раз увидеть богиню. Нанджу и богиня ведут женщину домой по красной нити. Там только мужчина. Он пугается, когда приходят гости, и кричит, что это его жена. Женщина стоит рядом, и кажется, что она попала в зону дружбы после смерти. Появляется другая жена мужчины, и Кикси использует момент, когда богиня говорит правду, и выясняется, что мужчина получил ранение на войне и забыл свою первую жену. Другая женщина просто сиделка, к которой он привязался. Мужчина продолжает утверждать, что не знает ее, и сжимает в руках рамку с фотографией, как будто это самое ценное, что есть в мире. Это его фотография с настоящей женой. Старушка не теряет надежды найти своего мужа. Она берет в руки флейту, которую он подарил ей перед исчезновением, и мужчина узнает мелодию, которую когда-то сам научил играть свою жену. Наконец он зовет ее по имени Есинь. Нанджу и богиня заканчивают свою работу. Ложь, которую она сказала Кикси, заставила его почувствовать чары, которые она наложила на пожилую пару. Кикси признает, что это было временное заклинание, которое должно было помочь, но в глубине души оно только причинило бы еще больше боли. Она говорит, что сделала это, чтобы дать пожилой паре последний шанс снова увидеть друг друга и наверстать упущенное время. Нанджу спрашивает богиню, не было ли у нее неудачного любовного опыта, из-за которого она так себя ведет. Это были просто эпические приключения, обещание вечной любви, а в итоге огромная доза предательства. Мужчина, с которым она встречалась, был лжецом,
и он доказал, что его так называемые доказательства любви были просто отговоркой. «Прости меня, и все будет хорошо». Кто не сталкивался с этим, верно? Она разорвала эту связь, прежде чем он успел сказать «я люблю тебя, но все равно буду изменять». Нанджу пытается помочь ей, спрашивая, может ли у парня быть какие-то проблемы в то время. Но если серьезно, с какими проблемами они не смогли бы справиться, если бы всегда были вместе? Сегодня праздник духов и предков, день, когда по традиции мир живых и мир мертвых соединяются. Духи свободно бродят, одни навещают родных, другие доставляют неприятности. Неудивительно, что босс Зо, тот неудачник со стройки, звонит Нанджу за помощью. Зо относится к тому типу людей, которые, если подбросить монетку, каждый раз будут попадать не в тот угол комнаты. Когда она появляется в доме, это место больше похоже на декорации к фильму ужасов, чем на обычный дом. Во время этого фестиваля люди обычно делают пожертвования, чтобы защитить свои дома и семьи. Но заведение босса Зема выглядит так, словно за последние 100 лет здесь не было ни одного жертвоприношения. О невезении этого человека ходят легенды, но это уже следующий уровень. Внезапно Нанджу что-то почувствовал. Это была не просто дрожь, как будто сам дом пытался предупредить его, что он не один. Это злой дух? Где же Бог? Чжан Юань не тратит времени на формальности. Он смотрит прямо на Нанджу и объясняет всю серьезность ситуации. На свободе разгуливает могущественный злой дух, а не просто какой-нибудь заурядный призрак. Это именно то существо, с которым тебе не хотелось бы столкнуться даже в самых страшных кошмарах. Это высокоуровневый злой дух, который питается жизнью и удачей, распространяя невезение так, словно это выходит из моды. У Нанджу нет времени спрашивать, почему строительный босс второго разряда привлек внимание кого-то вроде этого. Чжан Юань расставляет ловушку, чтобы поймать духа, скрывающегося вокруг дома, и ему удается поймать его. Чжан Юань ведет себя так, словно проделывал это миллион раз раньше. Нанджу начинает задаваться вопросом, сколько раз Бог должен захватить дух, прежде чем ему надоест все это испытание. Он не может не думать о том, что должно быть чувствует этот Бог, выполняя одну и ту же старую работу снова и снова. Это определенно не то, на что подписываются божества. Нанджу внимательно наблюдает за демоном, выискивая любые признаки слабости. Но существо не проявляет ни малейших признаков слабости. Дух двигается непредсказуемо, и Нанджу на мгновение засомневался, действительно ли это физическое существо. Нанджу нападает на демона, но тот ускользает. Чжан Юань объясняет, что этот демон Джу Гуан Чжай Цзи. Он не похож ни на что, с чем когда-либо сталкивался Нанджу. Он невидим и смертельно опасен, питается жизненной энергией людей. Более того, он приносит неудачу, это его отличительная черта. Встретить его значит обречь себя на полный крах. Он продолжает говорить, что в старые времена у этих демонов был предводитель, но Желтый Император убил его. Но аура этого парня осталась в мире, поэтому потомки Императора запечатали ее. Теперь похоже, что духи пытаются освободить своего босса. Они определенно против того, чтобы заканчивать свою работу, что бы это ни значило в политике мира духов. Нанджу пытается понять, почему такой невезучий человек, как босс Зеро, у которого нет ни денег, ни влияния, является их единственным сокровищем. Это проклятие, которое преследует его повсюду. Если он умрет от своей невезучести, то даже не сможет позволить себе приличный гроб. Что он скрывает? Зачем эти существа хотят его? То, что начиналось как обычная охота на духов, превращается в бесконечное расследование. Нанджу задается вопросом, когда же все станет просто, но он знает, что этого не произойдет. На следующую ночь они возвращаются в дом мужчины и накладывают более сильное заклинание. Появляется злой дух, и Нанджу пронзает его мечом. Готовясь к следующему удару, он чувствует, как нарастает давление. Часы тикают громче обычного, словно насмехаясь над ним. Это отвлекает, но у монстра мозг размером с горошину, и он ничего не замечает. Божьи цепи сковывают его, и заклинание действует. Демон поднялся, как будто кто-то наступил на груду кубиков. Цепи, словно невидимая тюрьма, сжимаются все сильнее. Демону некуда бежать. Нанджу использует заклинание дневника и ослабляет его еще больше. Чжан Юань наносит последний удар. Заклинание разрывает воздух, демон пытается защититься, но это конец. Никто не собирается затягивать бой. Что бы ни было нужно этому существу, оно этого не получит. Но что-то не так. Происходит что-то более серьезное, но Нанджу не может понять, что именно. Он задается вопросом, была ли эта битва действительно концом или началом чего-то более зловещего. Каждый бой, каждое заклинание кажутся бесконечным марафоном. Нанджу начинает думать, что ему просто нужен хороший отпуск. Внезапно Нанджу отбрасывает назад, как будто кто-то решил, что ему пора научиться летать без крыльев. Нанджу просыпается в совершенно другом месте. Это сумасшедший дом или рай. Чуси рядом с ним, но ничего не объясняет. Мужчина, называющий себя Иисусом, говорит, что амулет – это замок долголетия. В этом простом куске металла больше истории и магии, чем может представить себе Нанджу. Это не просто щит, это живое свидетельство веры и жертв клана Сюань-Юань. Так что то, что он считал просто талисманом, теперь сияет.
как будто говоря: «Я же тебе говорил». Нанджу получил его от своих родителей. Если его родители были частью клана этого человека, он должен знать, что с ними случилось. Почему Нанджу никогда их не видел? Чуси наконец признается, что знает всю историю. Родители Нанджу погибли, выполняя задание вместе с бабушкой мальчика ради бога. Его предупреждали, что он станет следующим Лиши, и поручили вырастить его как своего собственного. Он всегда был просто ребенком, пытающимся понять этот мир, но теперь Нанджу оказался в центре событий, которые он никогда не хотел понимать. Он не выбирал быть следующим Лиши. Это его обязанность, но это как приговор. Он знает, что не может сбежать, но это не значит, что он готов принять это. Нанджу никогда не понимал, почему его родителей никогда не было рядом и что с ними случилось. Теперь все стало ясно, но уже слишком поздно, чтобы почувствовать облегчение. Проблемы с родителями, которые он носил в себе, исчезли. И это все, чего он ждал столько лет. Он всегда думал, что его одиночество – это просто часть жизни, но теперь он понял, что это все из-за выбора, который он не делал. Мужчина продолжает объяснять, что на их клан уже давно охотятся злые духи, прячущиеся за тайными барьерами. Иисус описывает клан как тень в мире света, которая всегда прячется и убегает. На родителей Нанджу напали, когда они впервые покинули свой скрытый мир, чтобы показать сыну празднование Нового года. Они покинули свое тайное место, рискуя всем, чтобы подарить сыну один нормальный день, и это их погубило. Это почти ирония судьбы. Они не хотели прятаться вечно, они просто хотели, чтобы он увидел огромный и опасный мир. Но кто же не любит, когда большой жизненный урок преподносят прямо во время самоубийственной миссии с Богом, верно? С каждым мгновением Нанджу раскрывает все больше и больше подробностей своего прошлого. Но каждая новая деталь головоломки давит на него сильнее, чем он может вынести. Нанджу думает обо всем, что потерял. Он задается вопросом, каково было бы расти с ними рядом. Каждое слово Иисуса срывает еще один слой с его понимания. Он потратил годы, чтобы принять это. Нанджу просит оставить его одного. Внезапно Нанджу выходит из комнаты и видит, что она в опасности. Иисус кричит, что щит атакует все виды злых духов и еще более могущественная сила. Слова Иисуса эхом отдаются в голове Нанджу. На клан Сюань-Юань объявлена охота, и теперь он тоже в этом замешан. Мужчина кричит Нанджу, чтобы тот спрятался. Но у Нанджу есть идея получше: не прятаться. Его не учили сидеть в задымленной комнате, полной монстров. Вместо этого он хватает свой меч и бросается в бой, чувствуя себя таким же сильным, как разряженная батарейка. Но Нанджу упрям. Он не сдастся. Каждый раз, когда он наносит удар духу, его темная энергия рассеивается в воздухе, но они все равно продолжают наступать, бесконечно и безжалостно. Как долго он сможет продержаться? Меч в его руках кажется тяжелее, чем все, что он когда-либо поднимал. Но он не сдастся. Не сейчас. Он едва выдерживает удары духов, но продолжает сражаться. Потому что, черт возьми, он не собирается доставлять демонам удовольствие победить его, не показав хотя бы позу отчаянного воина. Он так устал, что кажется, будто силы вот-вот покинут его. Но Нанджу не сдастся. Он будет сражаться до последнего. Цзю кричит, что духам нужна вторая часть календаря Цанькун. Но вопрос в том, где она. Или еще лучше, где, по мнению демонов, он находится. Нанджу ищет Чукси, но обнаруживает, что тот одержим. Он должен был догадаться. Этот тихий парень всегда что-нибудь вытворяет. Видеть его в таком состоянии невыносимо. Сейчас у Нанджу нет никого ближе Чукси, а теперь ему еще и приходится с ним сражаться. Нанджу чувствует, как пол под его ногами дрожит, когда духи атакуют щит. Он знает, что время на исходе. Но прежде чем Нанджу успевает что-то сделать, все демоны исчезают. Они уходят, и одержимость Чукси пропадает вместе с ними. Джиза говорит, что демоны не получили то, за чем пришли. У его клана никогда не было того календаря, который им был нужен. Нанджу чувствует небольшое облегчение, но ненадолго. Он знает, что хотя демоны ушли, угроза все еще где-то рядом. Груз на его плечах никогда еще не был таким тяжелым. Но сейчас мир немного затих. Это временная передышка? Возможно. На следующий день Нанджу возвращается домой с подарком от Джизы, книгой для перевода древних языков. У него выходной. Это именно то, что ему нужно. Но как только он приходит домой, он сразу же принимается за работу, переводя части календаря, чтобы вернуть Ханши. Нанджу засыпает прямо над книгой. Через несколько минут он просыпается. Весь его лоб испачкан чернилами. Если Ханши не вернется после всех этих усилий, Нанджу сам пойдет за ним. Он задается вопросом, сколько поколений пытались разгадать тайны этого календаря до него. Сейчас он ближе, чем когда-либо, но все равно чувствует, что чего-то не хватает. Настоящая сила в том, чтобы понять смысл слов или действий, которые он должен совершить. Он на мгновение замолкает, прочитав что-то вроде: «Чтобы призвать свет, сначала поблагодари солнце». На следующий день будет праздник Лю, и появится новый бог Чжун Куй, воин с мечом.
Он говорит Нанджу, что Чакс находится внутри календаря и восстанавливает свои божественные силы. Нанджу решает показать Чжункую город. Когда они идут, они встречают Лю Бэя, соседа Нанджу. На большом городском экране появляется предупреждение о сбежавшем наркоторговце. Внезапно Лю Бэй бежит домой, беспокоясь о своей матери. Нанджу чувствует, что что-то не так, и быстро следует за ним. Нанджу видит, что мужчину окружают злые духи. Если бы у парня были мозги, он бы попросил помощи, прежде чем превратиться в призрака. Злые духи нападают на него. Нанджу смотрит на Чжункуя, типа: «Чувак, сделай что-нибудь, ты же воин, верно?» Чжункуй атакует мужчину своим большим эффектным приемом, который выглядит очень эпично, пока он чуть не падает на пол и не ударяется лицом. Он приходит в себя и делает вид, что ничего не произошло. Бог равновесия? Да, может быть и нет. Преступника уводят. Парень объясняет, что его отец был агентом по борьбе с наркотиками, поэтому плохого парня и посадили. Но даже после всей этой драмы его маму волнует только подарок, который отец присылал на каждый праздник. Даже сейчас, после смерти отца, она думает, что преступник украл и этот подарок. Парень психует и выбрасывает лунные пряники, которые прислал отец, прямо в мусорку. Его мама в ярости кричит на него за это. Она говорит, что его отец всегда сам готовил эти лунные пряники, потому что они были любимыми у Лю Бэй. И поскольку он не мог присутствовать на празднике лично, он старался, чтобы частичка его была рядом с ним в этих угощениях. Нанджу понимает ситуацию и говорит, что отец мальчика был героем, который спас множество семей. Его не было рядом физически, но он пожертвовал собой ради других. Это достойно восхищения. Услышав это, Лю Бэй с чувством абсолютной гордости достает лунный пряник из мусорки, сдувает с него пыль и засовывает в рот, как будто это ничего не значит. Его мама тоже берет один. Если он ест, то и я буду. Потому что жизнь – это выбор, и иногда это выбор съесть лунный пряник, который напоминает о ком-то. Ближе к вечеру наступает время церемонии. Нанджу наблюдает за всеми, кто пытается вернуть ханши. Он замечает, что каждое действие, каждое заклинание требует жертвы. Это не просто магия и грубая сила. Каждый жест и слово несут в себе боль и надежду всех участников. Нанджу размышляет о настоящей природе жертвы. Это не всегда грандиозные жесты, но маленькие решения, которые мы принимаем, и то, сколько мы отдаем ради чего-то большего, чем мы сами. Ложь, которую она произносит, пробуждает заклинание календаря, и появляется свет ханши. Но это еще не он, а только начало. Все ждут, как будто они в очереди на какую-то сверхъестественную распродажу в Черную пятницу. Ложь, которую она произносит, объясняет, что заклинание должно было пробудить божественную душу ханши, которая была принесена в жертву. Он по-настоящему вернется только на следующем празднике ханши, когда его память снова будет почитаться. После церемонии Нанджу и остальные празднуют частичное возвращение ханши с простой, но глубокой радостью. Они знают, что до конца пути еще далеко, но они счастливы быть вместе в этот момент. Надежда возрождается в их сердцах. Нанджу чувствует, что он на правильном пути. Сейчас утро, и что может быть лучше, чем начать день с помощи своему боссу, мастеру хаоса, неутомимому и невезучему Сяо. Звучит круто, правда? Даже такие мелочи, как кофе и утренняя подготовка, кажутся невыносимыми. Интуиция подсказывает Нанджу, что сегодня будет тяжелый день. Он до сих пор не понимает, как он еще не умер от стресса, который ему доставляет этот человек. В жизни этого парня вот-вот случится катастрофа, и Нанджу предлагает подняться на гору, чтобы удача была на его стороне. Традиция фестиваля проста – подняться на гору, прогнать злых духов и очистить от скверны. Но, конечно, для Нанджу простота – это не вариант. Для него подъем на гору Зида больше похож на восхождение на Эверест с меньшим количеством кислорода и большим количеством духовных проблем. Зида постоянно придумывает отговорки, чтобы не закончить подъем, как будто он забыл, что гора сама не поднимется. Нанджу возвращается с миссией Зиба, но по дороге домой у него мурашки по коже. Когда он приходит к Зиба домой, он потрясен, увидев, что на отца Зира напали злые духи. Каждый дух кажется сильнее предыдущего. Нанджу борется не только за жизнь этого человека, но и за свой рассудок. Подъем на гору не помог. Может быть, было бы эффективнее сбросить этого парня с горы. Столько неудач в одном человеке. Бог Цзин Юн появляется и помогает Нанджу прогнать злых духов. Теперь ложь, которую она говорит Цзо, это не просто невезение, это ложь, которую он скрывает. Зиза больше не пытается скрыть правду. Он признается, что давным-давно нашел артефакт, который обещал процветание, но с тех пор принес только беды. Нанджу слышал множество оправданий Зита, но ни одно из них не было таким безумным, как эта история с проклятым артефактом. Кто вообще станет выкапывать проклятую реликвию и надеяться, что ему повезет? Хуже всего то, что Зита только сейчас понял, как сильно он облажался. О, так вот в чем дело. Ты ничего не сказал раньше, потому что думал, что это будет весело играть в прятки с демонами. Конечно, у Зита не хватило
хватило смелости признаться, что он спрятал могущественный духовный артефакт. Ведь это так круто, правда? И угадайте, кто теперь за ним охотится. Конечно, злые духи. Бог объясняет, что артефакты, наполненные духовной силой, привлекают демонов, поэтому они так сильно хотят заполучить их. Они направляются к храму, где мужчина спрятал чернила Суэ. Потому что, знаете ли, спрятать предмет, привлекающий демонов там, где покоятся ваши предки, было определенно лучшей идеей. Конечно, ничего страшного, просто место, где духи хотят устроить свой магазин. Внезапно храм загорается. Появляется демонический дух по имени Санси, и он не с пустыми руками, он приносит огонь и разрушение. Как приветствие из ада, злые духи радуются его появлению, и пламя в храме становится еще сильнее. Нанджу едва успевает понять, что происходит, как его отбрасывает волной разрушительной энергии, которую высвобождает Санси. Бог пытается защитить его, но его сбивает с ног сила демона. Откуда ни возьмись появляется Чаки. Как всегда вовремя, но может быть он мог бы появиться раньше, пока все не стало таким горячим и демоническим. Но ситуация ухудшается, когда Чаки овладевает злой дух, и он направляется прямо к пылающему алтарю. Затем Чаки съедает Суизин, как будто это закуска. А почему бы и нет? За 5 минут из миссии по спасению мира мы превратились в низкобюджетный ужастик. Эффект мгновенный. Чаки, который казался союзником, теперь превратился в ходячий кошмар, которого все так боялись. Хуже всего то, что Нанджу не может поверить, что за несколько минут обычный день превратился в апокалипсис. Нанджу не может поверить своим глазам. Демон-босс теперь в теле Чаки. В руках одержимого Чаки появляется изображение бога, спасенного из матрицы, и он разрывает его на части. Нанджу пытается отреагировать, но его тело больше не слушается. Бой длится слишком долго, и он устал. Груз ответственности и выбор кажутся ему тяжелее любого удара, который он может нанести. Он оглядывается и понимает, что сражается не только с этими духами, но и с самой судьбой. Чаки превращается в нечто иное, в чистое зло. Монстр в теле бога. Бог призраков вмешивается, защищая Нанджу, чтобы он мог сбежать. Боги собираются, как будто у них экстренное совещание, но больше похоже на хаос в детском саду. Один обсуждает стратегию, другой пытается понять, почему кто-то ест суизин, а третий просто дремлет посреди кризиса. Операция «Присмотр за детьми» официально провалилась. Нанджу рассказывает богам, что ему было видение о том, что Джуси был создан Желтым Императором, но это был не совсем Джуси. Император назвал его Романом 11, и его душа была запечатана в той картине, которая теперь уничтожена. Кэминг объясняет, что все атаки были направлены на то, чтобы подчинить Чаки темной энергией. Он был приманкой. Злой дух нашел Суи, последний ключ, чтобы завладеть его телом. Роман 11 всегда был внутри Чаки, и теперь он больше, чем просто бог. Он воплощение зла в чистом виде. Объяснение Кэминга звучит как удар под дых. Это как узнать, что твой любимый герой на самом деле был злодеем. Это очаровательная улыбка – ложь. Все его героические поступки были просто приманкой для беды. Но если Роман 11 использует тело Чаки, то где же настоящий Чаки? Внезапно начинается дождь, и это необычный дождь. Каждая капля несет в себе тьму, которая проникает в людей, превращая их в нечто неузнаваемое. Это как будто небо плачет, и его слезы осуждают человечество. Этот дождь не смывает тьму, а распространяет ее. Люди падают один за другим, одержимые злыми духами, превращая все в хаос. Это похоже на зомби-апокалипсис, только хуже. За считанные минуты обычные люди превращаются в кошмары, словно сошедшие со страниц чьих-то самых страшных снов. И, конечно же, всегда найдется тот, кто попытается сделать селфи на фоне апокалипсиса. Нанджу чувствует тяжесть в груди, словно весь мир лежит на его плечах. Впервые он задается вопросом, сможет ли он все это вынести. Он пытается не сломаться, но правда в том, что он в ужасе. Он никогда не чувствовал себя таким маленьким перед чем-то настолько огромным. Но это еще не конец. Нанджу и боги не сдадутся. Он пытается сохранить лидерские качества, но на его лице написан чистый ужас. И все же он идет вперед, потому что сдаться не вариант. Хотя в глубине души он хотел бы просто лечь и притвориться камнем. Боги разделились, чтобы помочь Нанджу и очистить город. Битва жестокая, словно люди превратились в зомби. Боги не просто сражаются, они выживают. Каждый удар, каждое движение – это акт сопротивления чему-то, что кажется непобедимым. Нанджу понимает, что даже эти божественные существа так же уязвимы, как и он. Улицы заполнены одержимыми телами, которые двигаются, будто ими управляет невидимая рука. Один из богов пытается использовать магию, чтобы отразить атаку духов, но тьма поглощает ее, словно ее никогда и не было. Бог смотрит в небо, словно спрашивая, почему ему не помогают, хотя
хотя бы немного. Это жестокая шутка, космический розыгрыш без развязки. Это невидимая война против сущности, которая не только физическая, но и проникает в каждую душу, с которой соприкасается. Боги сражаются не только с физической угрозой. Их сущность подвергается испытанию. Нанджу пытается контролировать людей, но его надежда угасает. Он бежит по улицам, каждый шаг дается ему тяжелее, словно он пробирается сквозь невидимые цепи. Глаза каждого одержимого пусты, словно их человеческая сущность была стерта и заменена чистым злом. Кикси, богиня, сражается, когда слышит знакомый звук, слишком знакомый. Она видит людей, которыми управляет мелодия флейты. Этот звук отдается в ее памяти, словно она слышит давно потерянный голос. Но она видит лишь демоническую марионетку с лицом того, кого она любила. Это похоже на Лисхе, но это не он. Что-то ломается внутри нее, когда она понимает, что любовь всей ее жизни теперь всего лишь пустая оболочка, которой управляют демоны. Он нападает на нее, оставляя порез на ее теле. Но ранит не лезвие, а то, что она все еще видит в каждом его движении черты любимого человека, как будто он заперт внутри и пытается вырваться. Сейчас Кикси борется не только со злым духом. Она борется со своей болью, потерей и осознанием того, что любовь всей ее жизни превратилась в незнакомца. Сражаясь, Кикси вспоминает все, что было между ними. Каждый момент, проведенный вместе, каждое обещание, каждую улыбку. Теперь все это используется против нее. Каждый ее удар – это безмолвный крик отчаяния, ведь он никогда не вернется. Но она не позволит, чтобы его память была запятнана, только не так. Даже если она победит, шрамы от этой битвы не исчезнут. Не только на их телах, но и в их душах. Нанджу все еще надеется, что они справятся. Но эта надежда исчезает, когда он видит Романа 11 с некоторыми богами, маленькими богами, детьми-календарями и Хуадза. Демон требует, чтобы он сделал выбор – жизнь его друзей-богов или жизнь смертных. В этот момент появляется Зеро и нападает на Нанджу, как неудавшийся супергерой, проваливший тренировку. Один удар, и Зеро больше не проблема. Но Нанджу не может не задаваться вопросом, не стоит ли ему начать брать деньги за эти импровизированные уроки самообороны. Кикси пытается добраться до богов, но Роман 11 уничтожает Хуадзао, чтобы доказать, что он настроен серьезно. Дети-календари пытаются защититься, но их маленькие ручки мало что могут сделать. Каждый удар Романа 11 гасит еще одну маленькую искорку надежды. Это похоже на жестокое шоу, которое никто не просил смотреть. Сауджанг даже не успевает оплакать их. Он появляется и бросается в бой. Это его приятель Саузанг, который всегда был рядом, когда нужно было что-то натворить или выбраться из передряги. Она не сдается, лжет. Он борется со своей слабостью. Роман 11 усиливает ужас, убивая еще двух богов и мучая Нанджу с каждой новой потерей. Дети-календари слишком слабы, чтобы сопротивляться. Роман 11 обращается с ними как с одноразовыми игрушками, уничтожая любую надежду, которая еще оставалась у Нанджу. Нанджу чувствует, что должен сделать выбор – спасти друзей или защитить смертных. Как выбрать, если в любом случае ты проиграешь? Это как спросить, какую руку ты бы предпочел потерять. Нанджу хочет остановиться и почтить память своих друзей, но Роман 11 не дает ему даже секунды передышки. Это танец хаоса и разрушения, и Нанджу единственный, кто все еще пытается танцевать вальс. Достаточно ли силен Нанджу, чтобы сделать то, что нужно? Спойлер, у него нет выбора. Несколько оставшихся богов присоединяются к Нанджо, он не один. Когда они собираются вокруг него, Нанджу видит, что все они измотаны и потрясены, как студенты после бессонной ночи перед экзаменами. Если это божественная сила, то да, мир в полном дерьме. На Кикси нападает Санси, но бог-мечник встает на ее защиту. Демон отбрасывает его в сторону, как тряпичную куклу. Санси движется вперед, как танк, не проявляя милосердия. Боги словно сражаются с бурей, которая не утихает. Кикси не может смотреть, как ее друг жертвует собой ради нее. Она бросается на демона, желая отомстить за своего возлюбленного, которого эти монстры убили и подчинили себе, но демон легко ее хватает. Он застигнут врасплох, когда Кикси опутывает его красной нитью и прижимает к ней. Она падает на землю побежденная, но ее месть свершилась. Это все, что имеет значение. Джан Юань погибает, защищая Лаиши. Нанджу понимает, что каждый бог – это больше, чем просто источник силы. Каждый из них – это история, отвага, жертва, и теперь они исчезают, как свечи на ветру. Они падают один за другим, оставляя Нанджу посреди разрушенного поля боя. Что теперь? Что останется, когда все уже разрушено? Нанджу слаб, пытается защититься, но он слишком медлителен. Дух переносит его в прошлое, приковывая к месту. Ложь заставляет его пережить свои собственные воспоминания. Он не хочет здесь находиться. Он не просил об этой прогулке по закоулкам памяти, но судьба сама устроила это для него. Как в старом кино, все повторяется, но на этот раз герои не могут ничего изменить. Роман 11 демонстрирует эти воспоминания о боли как трофей. Каждая резня, каждое предательство – это его оправдание. Это не просто жестокость, это тщательно спланированная месть. Неожиданно подсознание Нанджу переносит его в темное место и предупреждает.
Активируй календарь високосного года. Когда Нанджу приходит в себя и смотрит на злого духа, он точно знает, где находится календарь. Демон наносит удар в его сердце, но ложь не сдается. Ему просто нужно произнести слова. Роман 11 улыбается, уверенный, что Нанджу не выдержит. Но его улыбка быстро исчезает, когда ложь начинает произносить заклинание словно серенаду не для демона, а для своего последнего шанса спасти мир. Роман 11 не верит своим ушам. Он паникует, когда сила календаря високосного года снова связывает его. Появляется Желтый Император и уничтожает душу Си. На этот раз он не вернется. Желтый Император не колеблется. Он отдал все, даже своего сына. Божественный свет был настолько ярким, что пронзал время и пространство. Он знал, что пути назад нет, и понимал это с самого начала. Злые духи, овладевшие людьми, были изгнаны высвободившейся божественной энергией. Нанзо оглядывается вокруг на то, что осталось. Павшие друзья, разрушенный город, и они застряли здесь, словно это их бремя. Это победа? Возможно, но здесь нет ощущения триумфа. Нанзу понимает, что победа не бывает без потерь. В конце концов, он задается вопросом, стоило ли оно того. После войны Нанзу отдает Суйцзин богам на хранение. Церемония в честь праздника Лувань прошла успешно, и Ханши наконец-то появился, на этот раз сильный. В конце концов, все это было организовано Желтым Императором, который пожертвовал своим сыном и активировал календарь лунного года. Но когда Нанзо смотрит на небо, он жалеет, что Чакси не с ними. Будто боги услышали его, над ним пролетает падающая звезда.